В Афганистане отменили возрастные ограничения для вступления в брак с девочками. Я напомню, Афганистан – это самый первый друг, откуда налаживаются каналы с действующей властью, захватившей власть в Афганистане. Активно дружит Российская Федерация, и теперь там их собираются завозить эту культуру на территорию Российской Федерации. Это очень важно, на мой взгляд, очень опасно. Теперь там по исламским нормам жениться можно на ребенке с 9 лет. Кстати говоря, по шариату это можно было всегда, так что здесь немножко удивляются тому, что всегда было. Это публикует Астра, я много раз об этом говорил, налетали боты, говорили: ты что наговариваешь на наш любимый ислам. Еще раз, в исламе всегда можно было с 9 лет. Другой разговор, что это надо было на это получать отдельное разрешение. То есть он это нормальным считает, в принципе, по сути своей, данная культура. Правительство талибов в Афганистане приняло закон, теперь они просто снимают, упрощают, короче говоря, если немножко поменять акцент этой статьи, я бы со своей стороны внес эту правку, которая отменяет минимальный возраст вступления в брак для девочек. Об этом пишет The Times со ссылкой на правительственный документ «Принципы раздельного проживания супругов», так называемый документ. Документ утвердил верховный лидер талибов Хайбулла Ахудзада. Как следует из нового правила, возможность вступать в брак теперь привязана к возрасту, не к возрасту, а к наступлению половой зрелости. Кроме того, молчание девочки теперь будет считаться за согласие на брак. Эксперты отмечают, что это означает легализацию детских браков. В некоторых правовых нормах ислама зрелость у девочек наступает с 9 лет. Ну и все, вот жизнь по шариату, по исламу. Ранее, еще раз, вот Россия, действующая власть в России, не знаю, делайте свои выводы, я даже говорить ничего не буду, она тяготеет к Афганистану, то есть они для строительства типа берут людей оттуда, Индия, ну и Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. То есть я здесь нахожу связь, вот что все эти страны объединяет? Тут только религия. Потому что люди разные, внутри любой страны они разные. Но подбирают, вот благодаря тому, что озвучиваются определенные страны, я делаю вывод, что их набирают не потому, что там хороший специалист, не специалист. Нужны именно радикально вот таких исламских взглядов, от которых сами верующие, мне просто все время приходится оговариваться, потому что мне не хочется обидеть тех самых верующих, потому что мусульманская религия, она крайне разнообразна. Есть даже тибетского влияния некоторые направления, где там, не знаю, травинку не сорви. Это очень широкое распространение имело данное вероисповедание, но есть и радикальные версии, те самые, которые встречаются во время различных актов запугивания. В очередной раз напомню про Крокус, это из последнего. Так что это не значит, что какие-то плохие люди, скорее хочется понять, какая же это власть, которая так активно дружит с товарищами талибами. В июле 2025 года власти РФ стали первыми, кто признал правительство данной организации «Талибан». До этого события «Талибан» с 2003 года находится в списке запрещенных, понятно каких, то есть адских античеловеческих организаций. Вот в России она является хорошей, а Путин как-то сказал: вот смотрите, какой хороший опыт у некоторых народностей жениться на тех, кто помоложе. Вот он говорил про Кавказ, но Чечня, в принципе, так активно следует именно таким ценностям, насколько я понимаю, опять же, действующая власть. То есть помоложе это 9 лет. Давайте уже не играться в слова, а называть вещи своими именами. Также я бы добавил, присовокупил сюда еще одну новость, которая тоже из области вот этой ячейки Содружества государств по интересам, так это назовем, единомышленников государств Северной Кореи, Российской Федерации, Афганистан и, конечно же, как же нам забыть про Иран. Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны. Вот такая новость публикуется новой газетой Европа. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминеи издал декрет, запрещающий вывоз обогащенного урана за границу. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников. Здесь очень важно, друзья мои, вспомнить о том, что нету никакого Хаминеи, если его не предоставят. Пока что нам о нем говорят, почему это очень важно, то есть есть он или нет. Потому что есть КСИР, то есть силовики, то есть какие-то силовики, то есть люди с закрытыми рожами, которые что-то себе позволяют, захватывают, крышуют, целые Ормузские проливы себе забирают, перерезают, обещают перерезать провода интернета, я сейчас не про Россию, я сейчас про Иран. И таким образом требуют себе все время каких-то денег, каких-то уступок. И это такие, в каком-то смысле, только переделанная, какая-то кривая копия, наверное, можно сказать, Сабаха, который когда-то создал Аламут. Он что-то создавать умел при том, при всем. Но он создал и таких агентов, которые
могли воздействовать на политическую среду, по сути, такое зарождение где-то актов запугивания. В каком смысле? Такие киллеры, ассасины, которые могли, еще раз, с политическими целями наносить удары, вполне себе физические, такими отдельными точечными ударами. Сегодня есть многие, кто следует, ждут, когда он вернется, Хаминей, самый Сабах. Но Сабах, он скончался, он как бы не вернется, им не объяснишь. На самом деле, конечно же, нравится модель, ума своего нету, поэтому все время кому-то что-то пытаются подражать, кого-то там с того света ждут. На самом деле, это просто очередная организация, которая пытается манипулировать, своих запугали, расстреляли. И вот я подвожу к самому главному. Для того, чтобы был хоть один какой-то договор от имени страны подписан, или вообще хотя бы обсужден, для этого должен быть гарант. Бумаги мало. Уже масса примеров из России, опять же, воспоминания одного киллера, когда директора завода убили, подменили, там своего поставили бандиты, и поехали международный договор, там он уже был, старый еще с советских времен, чтобы продать там чего-то, не знаю, хвосты какие-то, обогащенные, например, руду. И хорошая выгодная сделка, а им отказали. Все по документам было правильно. Директор есть новый, свой, с рожей бандюги. Но там не согласились. Почему? А потому что гарант нужен, мало бумаги. Вот такой он загнивающий западный мир, он все время их обижает, этих бизнесменов российских. Он все время говорит, нам гарант нужен. То есть человек, который жив, который здоров, на которого не оказывается давление, с которым мы разговаривали, договаривались, который нам понравился, который умел объяснить, который прошел всю, карьеру. То есть от простого рабочего, от бригадира и до директора завода. Вот таким мы верим, говорят, на диком, гниющем Западе. И эти стоят рожи дебильные. Это так воспоминания одного киллера, Леши Солдата, по-моему, если не ошибаюсь. И провалилось, там всем было выгодно, но не стали этого делать. А где директор? А директор там уже, его хоронят родственники. Застрелили просто. Я это к чему? К тому, что они никак не сообразят, эти бандитского рода племени граждане, которые прикрывают то религией, то верой, то еще что-то. Маску напялил и говорит, а там есть Хаминей. Не пройдет ни одна договоренность, так хочется передать кому-то там в Германии, мерцам там каким-то, чтобы они не наезжали на Трампа, ставя ему в вину, что он не может договориться с Ираном. Иран это булыжник, торчащий из Мирового океана. Договариваться надо с Хаминеи. Если Хаминеи нет, договариваться невозможно. Возможность только одна. Ксир себя дискредитировал, значит надо проводить выборы. А Ксир этого боится. Почему? Потому что он расстрелял свой собственный народ, и народ вряд ли хоть кого-то из их единомышленников выберет. Поэтому зависшей ситуации договора не будет. Он невозможен ни с кем. Это еще раз, я предполагаю, что лидера такого, духовного лидера, религиозного лидера там нет. А нового создать Ксир не может, его ни народ не примет, никто не примет. Значит, надо делать ставку на старого проверенного, все это семейство. А его семейства, походу, нету. Вот это очень важный момент, на мой взгляд. Еще раз, поэтому ждать, что будут договоры, это скорее провокации идут со стороны Германии, чтобы я даже не знаю, политический свой кейс какой-то собрать, там, в сторону Трампа плюнуть. Плюйте в сторону Трампа, но обоснованно, это так я немножко от себя. Тем не менее, что они там по поводу Хаминеи? Подробности такие. По их словам, руководство страны, нет там руководства, показывайте свое руководство. А бандюги какие-то собрались, ни одного живого нету, признанного лидера. Они там что-то булькают. Таких бандюк с 90-х, всех этих историй, вот так могу приводить. Опасаются, что отправка урана за границу сделает Иран более уязвимым. Они могут, я не знаю, кто это болтает. Это кто-то пукнул там, а все посчитали, что это там сказали. Не знаю, это звуки. Требования, пусть из народа кто-нибудь, из иранского, обычного работяга, пусть он расскажет, что он там думает. Только не на территории, там, где они их привязывают к объектам, чтобы не бомбили. А поедет и где-то в Европе даст интервью, и я поверю, что он так думает. Требования Трампа, значит, вывоз обогащенного урана из Ирана, соответственно, одно из основных, обязательное условие президента США Дональда Трампа на переговорах с Тегераном, которые, по-моему, вообще невозможно, но он молодец, он здесь играет. Я думаю, что он как раз дает себе отчет, что, похоже, не с кем разговаривать, он пытается, где-то очки свои политические набирать, а почему нет, кто бы на его месте не набирал. По данным агентства, американский лидер заверил Израиль, что любое мирное соглашение должно включать пункт о вывозе урана. Они сейчас веревки вьют из этого несчастного Ксира, даже Ксир уже немножко жалко, но нефиг было расстреливать своих сограждан. Всем урок и намек, сказал бы я. Впрочем, вы дополняете со своей стороны в комментариях, и увидимся.